Если вы хотите поддержать канал, вы можете сделать это достаточно просто, зайти в магазин, в раздел «Ежемесячно» и здесь вот нажать «Ввести код автора». Код автора я указываю в каждом видео, в описании, и вы видите его на экране. За ввод кода вы получаете доступ к некоторым скидочным наборам, вот эти вот со значком вот этим. Также вы получаете небольшой подарок в виде одного гелиолита. Также в описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал, я вам за это премного благодарен. И всем здравствуйте, мы находимся на глобальном сервере. 27-й день сезона, это значит, что уже послезавтра будут первые подсчеты первой недели континентального испытания. Такая вот связь стихий у меня. Давайте пройдемся по всем боссам и по всем командам, которые, по крайней мере, я успел собрать. Начнем с Ефера. Не буду вдаваться в подробности его особенностей, мы их все здесь видим, да? Что у нас есть увеличение лечения щитов, что увеличение урона есть, и, соответственно, навыки Ефера вы, я думаю, что можете прочитать, и там ничего хорошего, то есть это мерзкий персонаж, который делает и контроль, и ослабление, и массовое причем, и снова контроль ослабления, и вот это вот все. Бить нам разработчики предлагают командой ауры, либо командой сбора. Первая команда ауры. Здесь у нас есть Эльминстер, который есть далеко не у всех. Так как у нас здесь наличие контроля, почти всегда есть проблема с контролем, что его обойти можно только либо антиконтролем, если он у нас стабильно накладывается и не мешает наносить урон, либо набором сопротивления. Но набор сопротивления, сами понимаете, это большой минус к атакующим характеристикам, и тогда урон падает. Вариант команды ауры есть у нас с Эльминстером. Кем его заменить так, чтобы у нас урон сильно не просел? Ну, собственно, неким. Мы, конечно, можем сделать такой же вариант, как с командой сбора, через 2 героя поддержки, но, сами понимаете, урон будет совсем другой. Если у вас выбора нету, вы можете совместить эти два варианта. Убрать, например, Линкоса, хотя Линкос это большая потеря будет для команды, так же как и Дианта, так же как и Анелизис. Ну, в общем, как-то так. Но если выбора нету, можно кого-то из них убрать, скорее это будет Линкос. И поставить туда Ардред, если она у вас имеется. Если вы новичок, откуда у вас Ардред, я не знаю. Ну, в общем, любого персонажа, который раздает сопротивление. Просто Ардред это делает, помимо талантов, еще и с помощью своего пассивного навыка. 100 единиц целых она раздает, это очень неплохо. Также у нас есть Гиллен. Вообще можно оставить, конечно, 4 ДД и 1 Гиллен, но тогда придется собирать очень много сопротивления всем. Да, у нас Гиллен какое-то количество раздаст, но при этом добирать придется достаточно много. Возможно, что при отсутствии Эльминстера это будет все равно неплохой вариант. Но на первую неделю, если у вас есть команда разъедания либо горения, конечно, лучше применять их. Итак, команда ауры во главе с Эльминстером. Во главе, потому что без него здесь ничего не получится. Сразу покажу тайминги. У нас здесь обычный цикл у ауры. И Эльминстер на 18 секунде ходит. Он у нас накладывает штраф, кстати, к точности. Хорошее свойство. И штраф к атаке. Также со своего боевого он у нас дает щиты и антиконтроль. Линкос у нас здесь одет, видим, очки здоровья, защита. И вот этот предмет на выживание. Он у нас стоит, ну, как танк, то есть впереди принимает удары автоатаки на себя. Ему надо делать максимальную атаку в команде. Тогда у нас какой-то там из навыков босса, который у нас зависит от того, у кого максимальная атака. Вот здесь вот видим, да? Будет тогда чаще срабатывать на него. Точнее, не чаще, а вообще будет срабатывать на него. Поэтому у него здесь максимальная атака. Он у нас одет в сет кукольника, соответственно. Ну и, собственно, все. Точность это случайное совпадение, ну, из-за артефакта. Сопротивление ему тоже здесь не нужно. Эльминстер. Эльминстер у нас с рогами, с этим сетом и с этим мифическим предметом. У него здесь ускорение навыков нужно около 60. Не знаю насчет больше, по-моему, не надо. 60-62. Тогда его боевой навык будет более-менее вовремя срабатывать. И давать антиконтроль. Ну, соответственно, точность тоже ему понадобится. Просвещенность можете сделать тоже побольше, потому что величина щитов от этого зависит. Таресия у нас здесь максимально в урон, но чтобы атака у нее не превышала атаку Линкоса. Учитывая, что у нее здесь мифические предметы, да, может быть, что здесь атаки вроде бы мало, но при этом она добирает ее уже в бою, и поэтому Ефер, босс наш, переключается на нее. Учтите это.
А так, и крит шанс 100%, и крит урон, как обычно. Ничего больше особенного. Анализис у нас вариант с рогом и вот с этим сетом, естественно, да, и вот с этим предметом на максимальное увеличение урона. Дианта на разломе и частично в урон, чтобы, немножечко больше урона добавлять. Плюс ко всему, она здесь добирает атаку и раздает ее нашей лучнице. Также она с помощью вот этого предмета раздает. Но основная функция, конечно же, это разлом. Ну и, собственно, все. Код у нас вот такой. Тайминг я вам показал, частичку боя я вам покажу. Не пугайтесь, что срабатывает у нас здесь контроль постоянно. Он не мешает нам здесь вот проводить наш цикл. Потому что в это время Эльминстер, во-первых, кидает на них штраф к точности, во-вторых, хотя он нам не помогает особо, потому что сопротивления у нас нету. Но он, главное, что кидает щит, который дает нам антиконтроль. Соответственно, мы спокойно свой цикл проводим. Весь бой показывать не будут, живут они неплохо, наносят урон стабильно. Урон, правда, не сильно высокий, у меня здесь со снаряжением проблема, как видите, у меня атаки мало, крит урона мало, и вообще и очков здоровья тоже мало. Наносят они, вот у меня, по крайней мере, вот столько. Как видим из названия, да, 360, то есть плюс-минус. Вторая команда для этого босса, это у нас команда сбора. Таймингов здесь, сразу скажу, нету, их можно регулировать вручную. Почему их здесь нету? Потому что почти всегда, практически всегда у нас на старте боя будет срабатывать контроль. И тайминги будут сбиваться, поэтому вручную можете поправить цикличность, если она будет сбиваться. У нас цикличность стандартная, то есть это у нас главное, чтобы был Ларентиль, потом Глэдис, затем Хуберг. Хуберг у нас максимум в урон, сопротивление, обратите внимание, у него есть, причем немало, 191. Глэдис у нас тоже 183 сопротивления, в остальном одета как обычно, но здесь два мифика на вспомогательные функции. И она у нас на разломе. У меня есть артефакт на Глэдис, но я тогда не знаю просто-напросто, кому поставить разлом. Можно попробовать как-то... заменить оленя, либо заменить кого-то из них на... я не знаю, как это получится. Почему? Потому что здесь у нас Гиллиан с сопротивлением, ускорение навыки щиты, то есть она здесь нужна, она раздает сопротивление. У меня здесь получилось мало сопротивления собрать. Если получится больше, собирайте больше. Ускорение тоже, сколько смог, столько и собрал. Ардред у нас вот такая, тоже сопротивление. У нее здесь еще увеличение сопротивления от этого предмета. Она здесь ничего не раздает. Кстати, по идее, можно было бы дать ей еще и вот этот вот навык. Почему бы и нет? И тогда сопротивление, возможно, будет совсем прям хватать. Но при этом урон будет проходить повыше. Смотрите на свою выживаемость. Можно попробовать раздать еще сопротивление. Так, Накза Глэдис, в принципе, я сказал, да. Главное, чтобы крит урон еще не был выше, чем у Хуберга. Хотя на такой стадии игры это уже маловероятно. Ларентиль у нас здесь танкует, поэтому ему нужно добавить вот этот мифический предмет на увеличение снижения урона и защиты. У него есть точность на тот случай, если он будет снимать усиление. Ну и, соответственно, сопротивление у него тоже есть. Здесь его мало, но когда у нас Ардред начнет раздавать свои эффекты, то есть плюс 100 добавится, и этого будет, по идее, достаточно. Он сет кукольника, он выполняет функцию сета кукольника. Но при этом я его не ограничиваю по таймингам. И так же, как и в случае с командой Ауры, у него должно быть наибольшее количество атаки. Учтите это. У него мификов на атаку нету. И будьте внимательны, то есть Хуберг может за счет него, вот, допустим, обогнать. То есть кажется, у него меньше, но за счет мифика может добрать больше, чем нужно. Учтите это. Давайте частично бой посмотрим. Поначалу у нас контроль будет проходить. Потом, когда Ардред раздаст сопротивление, будет все гораздо стабильнее. Видим олень, Глэдис, Хуберг. То есть у нас ротация такая, как и должна быть. Единственное, что вот оленя могут тормознуть. Хотя нет, это нам не мешает. Если что, можно подкорректировать, если прям совсем плохо. Но в основном оно получается всегда нормально. Поэтому здесь уже заморачиваться не нужно. Можно на автобой все проходить. И вот так вот весь бой. Наносят они немного, 250 у меня наносили, а китаец показывал там в районе 290 он набивал. А здесь все зависит от снаряжения, от прокачки связи стихий, поэтому имейте в виду. И всего лишь одну команду я подготовил для Эстайон. Достаточно мерзкий босс. И это у нас команда неустрашимых. У босса есть каждый, как видим, да, эффекты. Каждый эффект усиления ослабления урона от абсолютного навыка юнитов фракции героев увеличивается на 5%. Защита всех юнитов на поле боя снижается на количество негативных эффектов, умноженное на 5. И навыки тоже мерзкие у него. У нее точнее. Тоже контроль, сопротивление крит ударам у нее тут накладывается.
И вы спросите, а как же мы тогда неустрашимыми играем? Видим еще вот такое вот. А мы играем очень даже интересно. Давайте посмотрим. У нас здесь глубинный дар и репикас. Тайминги у нас только для наших ДД. Видим, да? Ну, очередность обычная, ничего тут сверхъестественного. И сундук. Сами понимаете, что сундук и глубинный дар и репикас, они втроем обеспечивают такое снижение энергии нашей эстайон противнику нашему, что это позволяет вполне себе стабильно играть. Единственное, что видим, таймингов нету на наших ДД, поэтому, опять же, как со сбором, вручную их можно регулировать, если они будут прям сильно сбиваться. Если очередность у нас такая, вы видели, да, что Кульвида, потом Гуинавивер, а потом Настенка. Если будет сбиваться очередность, ротация, то есть, то можете вручную поправлять в течение боя. Глубинный дар. У него здесь нужно выкрутить как можно больше ускорения навыков. Плюс ко всему у него набор талантов подходящий, да, для того, чтобы часто сбивать энергию как можно больше. Он наносит очень много ударов, вот здесь вот. Плюс ко всему, я надеюсь, что вы обратили внимание, у нас нету никакого лечения в команде. За счет вот этого пассивного навыка глубинный дар позволяет Гуинавивер, Живеньев, кукле нашей ножницам, да, танковать. Удивительно. Мало того, в версии с китайца у него здесь был талант на лечение, на кражу здоровья. Но я выживаю здесь без этого таланта, соответственно, урона получается чуть больше, хотя не больше, чем у китайца, у него там по снаряжению совсем все хорошо, у меня совсем все плохо. И он причем этот талант ставил всем. Так как у нас Кульвида не наносит почти урона, я его поставил на всякий случай, чтобы проблем с ней не было. При этом Настенке я тоже не стал ставить его, я поставил вот этот, чтобы у нее урона было чуть побольше. Если у вас с живучестью совсем большие проблемы и не хватает этого отличивания от глубинного дара, и у вас команда не живет, то ставьте им кражу здоровья. Гуинавивер здесь максимум в атаке видим, крит-шанс близкий к 100% и крит-урон тоже по максимуму. Причем одна руна у меня даже на атаку. Чтобы повысить скорость атаки здесь желательно побольше, но у меня с рунами не получилось набрать нужное количество. Кстати, сразу скажу, что таланты я тут неправильно поставил, почему-то они у меня здесь вот находятся, не знаю почему. Убираем их вот сюда. Каким-то образом они у меня сбились. Итак, глубинный дар, очень много ускорения навыков, 92. Здесь, как видим, два кусочка сета, то есть два того, чтобы добрать ускорение навыков. С запасом точности это важно, потому что если будет меньше 300, то есть запаса не будет, то часто будет мазать так же, как и репикас. И у него было 290, и ему не хватало, он часто промазывал. Помимо ускорения можно защиты добавить, очков здоровья, но это не принципиально, потому что бить все-таки будут в основном не его. То есть и часы и куча ускорения. Репикас тоже побольше ускорения, он все-таки здесь омертвление. Набор талантов тоже на замедление противника, атаки побольше, чтобы он ее раздавал. И, собственно, все. Ну и точность, конечно же. Атаки с помощью вот этих мифических мы еще доберем. Гуинавивер я уже показал. Кульвида у нас вспомогательную функцию, тоже раздает атаку. Видим, ей атаки побольше делаем. В остальном не важно. И она поэтому стоит, расстановка такая, видим, что они оба раздают ей атаку. И наша Настенка. Почему у нее предмет вот этот на увеличение урона вокруг себя, сами понимаете, потому что она переместится сюда и будет раздавать урон Гуинавивер. В остальном одеваем ее на урон. Видим, что как можно больше крит урона, крит шанса, атаки. Сундук желательно, конечно, с ускорением. Желательно. У меня он давным-давно уже с ускорением, потому что часто такие команды появляются у нас. И у меня здесь вроде бы все неплохо получается. Итак, давайте посмотрим бой, как происходит. Видим, что Настенка возле Гуинавивер, поэтому раздает урон. И давайте посмотрим, как они будут сбивать ей энергию. Глубинный дар делает это просто великолепно. Ну и плюс ко всему, репикас ему помогает. Он очень часто использует свой абсолютный навык, глубинный дар. Единственное, что видим, контроль иногда проходит, но все равно он успевает. Ну и в идеале, конечно же, чтобы эстайон ходила как можно реже. Ну и вот так вот весь бой. Под конец, из-за того, что лечения никакого нету, Гуинавивер может уже терять здоровье почти полностью. Но у меня она часто выживала. Опять же, следите за последовательностью, если будет она сильно сбиваться. Урон они набивали у меня в районе 300 миллионов. Китаец набивал в районе 300, по-моему, 40. То есть зависит сильно от снаряжения, от вот этого вот всего. Ну и от удачи, потому что видим, что бой проходит довольно-таки хаотично. И да, результат часто сильно разный.
Третий босс — это Фрубат. Он довольно-таки мерзкий, у него там контроль, много урона. Мы его бьем командой Ледяного Взрыва. Опять же, видим урон 280 миллионов. То есть, сами понимаете, это либо вариант, когда у вас других вариантов нету, либо вариант на последнюю неделю. Потому что урон довольно-таки низкий, сравнительно. Тайминги у меня здесь вот такие вот. Но они могут часто выходить за рамки, потому что у нас здесь команда через сопротивление. Видим, билдель, она так максимум урона где-то, как обычно. Критический шанс на максимум, атака на максимум. Крит урон как получится. У меня здесь очень плохое снаряжение. У меня здесь до сих пор перчаток нормальных нету на шанс крит удар. Поэтому у меня здесь вот эти вот с прошлого сезона. Таланты сразу покажу, что это у меня с другого босса. Здесь мы таланты одеваем на лечение. Лечения у нас здесь нету, кроме щитов от Филосии и... Ой, и от оленя. Поэтому мы здесь ставим лечение. В остальном с билдель тут ничего необычного. Фридгунда. Фридгунда у нас на заливке. Ее максимально в крит шанс, крит урон надеваем. Просто у меня со снаряжением не очень, поэтому здесь такие слабенькие показатели. Сопротивление тоже ей, как обычно, нужно. Как и всем остальным. Филосия у нас здесь раздает сопротивление. Она здесь обычно одета, как обычно, только единственное, что здесь упор на сопротивление. На остаток, сука, получится ускорение навыков и просвещенности. У меня просто здесь руны хорошие попались на ускорение навыков. Но это не принципиально. Просто так она будет чаще щиты раздавать. Ну и ребра, соответственно. Так как Филосия у нас раздает только соседним игрокам, а чтобы билдель нам атаку раздавали, здесь вот, да, вот с помощью этого мифика, Зораку придется отдельно собирать полный набор сопротивления. Поэтому у меня здесь вот столько сопротивления, в отличие от остальных. Ну и атаку побольше. В остальном, Зорак как Зорак, вспомогательная функция. Шина, как всегда на разломе, тоже вспомогательная функция, плюс урон. Ей точность и тоже сопротивление какое-то количество, и атаки тоже побольше. Ну и, соответственно, олень. Олень у нас раздает защиту, очки здоровья. Кстати, у меня есть олень на урон, но я боюсь, что тогда они жить совсем будут плохо. Тем более здесь у меня есть ускорение, а здесь его нету. В общем, я бил таким. Урон, конечно, у меня упал. Как я уже сказал, здесь у нас 280 получалось. Хотя китаец показывал гораздо больше, по-моему, 300. 300 с копейками. Ну и бой проходит вот так. Если почитаете навыки Фрубата, там много-много неприятных вещей. Контроль, ослабление. Но команда довольно-таки стабильная. Конечно, при соответствии условий, да, она довольно-таки стабильная. Выживает почти всегда весь бой, хотя в конце начинают умирать. И вот именно конечный вот этот, где-то в районе 1 минуты, его приходится перекручивать, чтобы, ну, как можно дольше прожили. И Вира, наш поломанный босс, можно здесь ничего не читать особо, потому что она багованная. Я считаю, что это ненормально, когда мы вынуждаем босса не делать ничего. Давайте начнем с основной команды, это у нас команда горения сюда. Вот так вот она выглядит, 5 героев ДД, одна эксклюзивка, никаких эксклюзивных артефактов. Здесь Дурем, видим, что урон 920, на самом деле он может быть миллиард и даже 1 200 000 000. С тем же составом все сильно зависит от снаряжения и от прокачки связи стихий. Пайкстон у нас здесь танкует, видим, что здесь лечения вообще нету. Пайкстон выживает за счет двух вот этих одного предмета вот этого мифического, который его подлечивает. Пайкстону мы выкручиваем как можно больше точности, то есть 500 тоже будет нормально, выше 500 тоже будет нормально. Для чего мы это делаем? Чтобы он с помощью вот этого предмета раздал 10% этой точности, и чтобы нам можно было Дурему собирать поменьше точности. Я сразу скажу, у Дурема 126, я пытался менять таланты, причем я ставил оба таланта, и на игнорирование вот это вот, и на увеличение точности. Но здесь у нас только касается наложения горения. Из-за этого, как только у него падает точность ниже 100, ну, у меня, по крайней мере, так было, его ослабление, вот это воспламенение, вообще практически не накладывается. Поэтому это необходимый минимум, учтите это. Урон сильно будет зависеть, если вы соберете меньше, то воспламенение не будет накладываться, урон будет значительно ниже. Давайте вернемся к Пайкстону. Он здесь без сета, просто с точностью. Видим, что очки здоровья, защиты практически нету, но ему этого хватает, чтобы выживать. Артефакт, соответственно, и все. Дурем максимально в атаку одевается, максимально в атаку.
Шанс крит удара лучше всего ближе к 100%, чтобы общий был, да? Крит урон на остаток. Точность обязательно, да, выше 120. Зракс, он у нас с помощью турельки накладывает дополнительное горение, и причем делает это на 2 цели. Поэтому он здесь повышает урон, ну, заметно. Он у нас на заливке, благодаря тому, что у него старт очень ранний, он позволяет нашей команде начинать ходить раньше. И, соответственно, за весь бой они успевают в конце еще один раз ударить. Иначе бы они не успевали. Точности ему достаточно немного, можно сделать повыше. Это не принципиально, но можете сделать повыше. Вообще мы ему собираем здесь побольше атаки для того, чтобы он раздавал вот с этого предмета. Причем Карфу. А Карф со своего предмета уже Дурему. Я не знаю, работает ли этот паровозик, я не стал проверять. Просто дело в том, что ничего лучше Зраксу мы одеть не можем. Ну и поэтому оставим это как есть. Может быть, этот паровозик работает, а может быть и нет. Карф у нас тоже вспомогательная функция, максимум атаки видим, и раздача атаки, и плюс вот этот вот мифик. Он здесь с ракушкой, если ракушки нету, спокойно ставьте разлом, ничего страшного. С ракушкой просто он более стабильный. И следите за тем, чтобы у Дурема была максимальная атака, я чуть позже это скажу. Бикс. Бикс у нас одет максимум в точность видим, и собственно все. Еще раздача вот урона у него есть, в остальном все. Код тот же самый. Итак, в чем поломанность босса? В чем поломанность? Дело в том, что этот босс со своим боевым навыком должен телепортироваться к врагу с самым высоким показателем атаки. Потом это делает снова, и потом использует свой абсолютный навык, тут тем более оледенение, то есть оглушение, мерзкий босс. На самом деле очень мерзкий босс, и их здесь тем более 3. В чем баг? В том, что мы запираем своего героя в углу с максимальной атакой. Поэтому ей некуда телепортироваться, и она просто весь бой ничего не делает. Сейчас в бою я вам это покажу. Ну и собственно все. Поэтому нам здесь даже лечение не нужно. И мы в 5 ДД играем. Ну такой вот бардак, такой вот бардак. Смотрим. Доходит у нее полоска, и все. Она стопорится на месте. Потому что для того, чтобы продолжить, ей нужно использовать навык. Она его использовать не может, так как у нас Дурем здесь заблокирован. И весь бой мы спокойно его лупим без всяких проблем. А автоатаки у нее такие слабые, что Пайкстон стоит один. Без всякой защиты, без всякой помощи. Кроме вот этого мифического предмета. Ну, вот такие вот дела. Я не помню, тайминги я показал, нет. Тайминги у нас вот такие. Как я уже сказал, Зракс за счет того, что он ходит рано, у него сет кукольника, он позволяет поставить Дурему, хотя у него 12 секунд, поставить 10,5. То же самое для Карфа, у него здесь 11,6, а я поставил 11. То же самое для Пайкстона, 12, а у него стоит 11,5. Ну и, соответственно, для Бикса тоже. Мы его не ограничиваем, чтобы он почаще свои турельки ставил и, соответственно, все больше и больше набивал горение, поддерживал. Ну а код у нас здесь начинает 8, то есть нас это устраивает. Он как раз успевает накладывать перед Дуремом. Как я уже сказал, эта команда набивает, ну у меня, по крайней мере, набивает миллиард. У людей там уже и 1,150 миллиарда, и даже 1,200 миллиарда. Все зависит от вашего снаряжения и связи стихий. Есть еще второй вариант этой же команды. Но он набивает, ну, примерно столько же. Только больше такого возни, геморроя, потому что у нас здесь Эстайон. И вот этот эпический чувак, одноглазый, сбора. Расстановку я здесь не поставил. Она здесь, по-моему, такая же. Почему-то она у меня сбилась, я ее настраивал. Смысл тот же. Только за счет того, что у нас есть Эстайон, это у нас омертвление, и свет, мы получаем вот этот бонус. Если в бою участвуют герои из фракции героев как минимум 3 разных стихий, они наносят на 50% больше урона. Но при этом урон у нас получается за счет того, что мы теряем связь стихий, но получаем вот этот бонус, в итоге урон один и тот же. Причем в 5 ДД все-таки он чаще всего выше. Поэтому я не вижу смысла заморачиваться вот с этой командой, я просто ее прощелкаю. Код я оставлю. Можете попробовать ей. Смысл абсолютно тот же. Почему мы используем вот этого Дирки, хотя он сбор, да, казалось бы? Потому что у него здесь вот такой вот есть штраф к сопротивлению урона в 25%. Причем, обратите внимание, у него время использования навыка очень низкое. И для того, чтобы ему сбор вот этот получать, один эффект, да, чтобы вот этот вот эффект сработал, ему нужно, как мы видим, критический удар дает 1 заряд сбора. Поэтому шанс крит удара у него должен быть 100%. Ну и, соответственно, точность не забывайте. В остальном такая же команда, все то же самое. Ну, единственное, что Эстайон здесь в этом сете с щитами добавляет нам урона. Также этого босса можно бить через ауру. И самый высокий урон, насколько я помню, они показывали вместе с Чорек.
Вместо него Чорик. Но Чорик нужен с артефактом. Потому что если вы почитаете артефакт Чорика, вы поймете. Там аура выдает очень большой, высокий урон. Здесь она, получается, выдает не очень высокий урон. Причем обратите внимание, Тарисия здесь впереди, она танкует. Как мы так спокойно ставим? Потому что у нее немного атаки, а вся атака у Линкаса. Для того, чтобы этот эффект, баг вот этот сработал. Ну и смысл тот же самый. Дианта на разломе, тот же самый код. Дирки, я здесь не собрал, правда, 100% крит шанс ему нужен. И точности побольше. Анелизис со своими щитами, увеличением вот этим. И Тарисия, максимум в урон. Они здесь набивают что-то в районе 400, я ее давно не переодевал, вот эту команду. Можно тут добиться и 400, по-моему, и 500, и 600, в зависимости от связи стихии и снаряжения. Поэтому эту команду я здесь особо не рассматриваю. Только если у вас выбора уже нету никакого. Тайминги вот такие. Пятый босс, это у нас Фелисити. Видим, что если в бою участвуют герои одной стихии из фракции героев, они получают увеличение урона на 30%. И критический урон юнитов фракции героев увеличивается на 50%. Сами понимаете, здесь ледяной взрыв неплохо сыграет и неплохо сыграет разъедание. И разъедание здесь наносит наивысший урон. Вот она, команда разъедания. Здесь у нас танкует Рейта. Не обращайте внимания на пробуждение, она здесь без пробуждений тоже выживает. Единственное, что ей нужно выкручивать много сопротивления и в том числе точность. И сколько у вас останется на то, чтобы собрать ей очки здоровья либо защиты, я не знаю. Если у вас есть проблема с выживаемостью, Рейты, ставьте вот этот предмет на увеличение, снижение урона. Я имею в виду, по-моему, вот этот вот. Вот этот вот эффект. Она у меня с ним прожила весь бой без проблем. Без пробуждения я имею в виду. Ну и если у вас Агок не плюс 5, соответственно, не забудьте ему точности побольше. Итак, начнем. Рейта. Рейта у нас, как я уже сказал, сопротивление и точность. Защиты там очков здоровья побольше, сколько получится на остаток. И если не выживает, то меняете вот этот мифик. В остальном она на заливке и все. Она у нас снимает ослабление, если вдруг Фелисити будет накладывать. А они будут накладывать, потому что даже куча сопротивления не убережет нас от того, чтобы они вот это вот все накладывали. Здесь у нас штраф к скорости перезарядки, неприятное ослабление. Причем, обратите внимание, она бьет по площади 3 на 3. Соответственно, если кто-то здесь сюда побежит, как это делает Шмыгли, я сразу скажу. Шмыгли бегает вот сюда. И где-то вот здесь вот стоит. И поэтому, когда они бьют Рейту, вот этот навык у Фелисити задевает Шмыгли. И накладывает и штраф к атаке, и скорость перезарядки. Поэтому, если вы будете играть не Сецидис, а Шмыгли, вручную один раз в начале боя используйте абсолютный навык за спину, ну, допустим, вот нее, либо ее. Тогда до конца боя Шмыгли будет стоять сзади, и по ней попадать не будут. Учтите это. У меня здесь Сецидис. С ней, во-первых, больше урона, во-вторых, меньше хлопот. Мы ее одеваем максимум в урон, то есть атака, крит-удар на 100%, желательно у меня не получилось, и крит-урон. Сакредей у нас здесь раздает атаку, она здесь тоже атака, чтобы сильно много атаки не было, вот такой предмет, ну и плюс ко всему увеличим урон ее самой, что повысит урон общий. И она на разломе. Точности можно побольше, но у меня вот столько. Здесь у нас Рук. Рук раздает урон, но некому. Некому. Лучше, конечно, было бы... Кстати. А лучше бы, наверное, было бы сюда его поставить. Он не сможет, я забыл. Здесь почти бесполезный вот этот предмет, потому что она все равно убежит, и он накопиться эффект не сможет. Ну, поэтому что есть, то есть. У меня здесь вот такие вот параметры. Можете добрать ему ускорение, если у вас со снаряжением так хорошо, что вы собираете крит-шанс и много крит-урона, и получается добрать ускорение навыков. Может быть, вам получится один удар дополнительно сделать. Я это делал, но у меня там совсем слабое снаряжение, поэтому как есть, так есть. Обычный Рук, обычная Сакредея и, можно сказать, обычный Агок. Правда, единственное, что у него здесь сет на щиты, да, а посоха нету. Он щиты раздает с помощью вот этого навыка. Делает это довольно-таки часто, поэтому нормально. Ускорение можете сделать ему побольше. Чтобы он навыки чаще использовал, хотя здесь все равно максимум... Так, подождите-ка. Нет, здесь ограничений нет. То есть, чем чаще мы будем навыки использовать, тем чаще будем накладывать щиты. Соответственно, ускорение можете добрать сколько получится. Ну и точность, если у вас не плюс 5. Код тот же самый. Это происходит в бою вот так. То есть ничего необычного. Так как у нас Рейта замедляет боссов, то
подстраиваться под какой-то удар босса нам не имеет смысла. Потому что тайминги, во-первых, они сами энергию набирают, во-вторых, мы еще и замедление кидаем. То есть мы здесь под них никак не подстроимся. Поэтому мы просто живем своей жизнью и не смотрим на них. Урон они набивают. Чем лучше снаряжение, сами понимаете, тем лучше, тем выше. Вообще в Китае там набивали 900 и миллиард даже 300. Вместе там с Бип-Бипом миллиард 300 я видел. Еще одна команда для этого босса. Смысл тот же, но это ледяной взрыв. И мы здесь живем за счет Эуриона. Одного Эуриона. Эурион за счет вот этого мифика, за счет своих способностей вытягивает весь бой. Без какого-либо лечения. Потому что он сам себя лечит, в том числе с помощью вот этого мифика. Ну и талант. Он здесь одет вот так. Вот этот предмет, можно сказать, обязателен, потому что здесь очень хорошее снижение урона. Мы ему выдаем сопротивление сколько сможем. Плюс ко всему за счет вот этого плаща он будет снижать и атаку боссам, и, соответственно, замедлять их. Поэтому плащ здесь нужен. Побольше защиты и очков здоровья, соответственно. Шина у нас здесь опять же вспомогательная функция, все как обычно, на разломе. Билдель здесь вот такая. Все в урон, максимум в урон. Без оглядки. Зорок также максимум атаки, он ее раздает. И Фридгунда. Она у нас, кстати, кукольника. Голем обычный. И я в начале видео менял таланты на лечение, потому что был другой босс. Когда у нас лечение не нужно, мы возвращаем вот эти таланты на урон. Возвращаем их на урон. Так, ей я ставил, по-моему, вот этот. А ей вот этот. Эта команда стоит вполне себе неплохо. Очень даже неплохо и урон держит. Правда, он у меня плюс 5. Если у вас будет не плюс 5, будут сложности с выживаемостью. Но перекрутить бой так, чтобы он выжил, я думаю, что получится. Я уже пробовал, я ему уже снимал пробуждение. Живет хуже, конечно, но все равно. Живет неплохо. Ну, в общем, ничего не происходит, они просто выполняют свои циклы. Урона наносят где-то в районе 400, у меня наносили. Но у меня билдель плюс 3, но у меня плохое снаряжение, учтите это. В Китае наносили поболее. Последний шестой босс, он тоже скорее на последние недели, то есть на первую его смысла особого нет убить. Тем более, что урон довольно-таки маленький, в Китае наносили опять же больше. В Китае наносили столько урона, примерно. Лильванис без пробуждений. У меня же она с пробуждением плюс 3, а урона примерно столько же. Кстати, я забыл показать, тайминги вот такие. У ледяного взрыва. Так, а у этих я показывал? Блин, а я не помню. Давайте я покажу. Кошмар. Я не помню. По-моему, не показывал. Так, этих по-моему, точно показывал. Итак, команда призыва. Без Тиамат тут я не знаю, что делать. Урон у них довольно-таки высокий. И что делать без Тиамат? Она все-таки и запрет ослаблений накладывает, и штраф к атаке, и плюс ко всему она, самое главное, она лечит еще. Я пробовал, кстати, вот этого волка ставить. Они живут, но урон такой же. Урон не вырастает. Ну, это логично, потому что все-таки он 35% атаки дает, а Тиамат 30%. То есть разницы тут быть не должно особой. Итак, команда Бернейд. Бернейд у нас здесь очки здоровья, видим, большие, да? Защита тоже побольше. Потому что она здесь танкует, как видим. В остальном обычная Бернейд без всяких дополнительных нюансов. Она у нас здесь в сете кукольника. Тиамат здесь раздает атаку. Я совершенно случайно ей дал 2 предмета. В общем, точности ей можно побольше. Видим, что она тоже очки здоровья много, защиты побольше, потому что она здесь принимает какую-то часть удара тоже. Учтите это. В остальном она здесь на разломе. Ну и, соответственно, на раздаче атаки. Лильванис вот такая, максимум в урон. Торин с этим сетом тоже раздает бонус от этого сета за счет вот этого таланта. Он у нас здесь с максимальным ускорением, как видим. Синтрелия тоже раздает атаку. И кот. Кот, обычный кот. Тайминги у нас вот такие. Они бывает, что умирают, но урон наносят вполне себе стабильно. Ну и видим, в конце Синтреля умерла. Ну это ничего страшного, она прям в самом конце. 400, чуть побольше стало. Когда я подредактировал снаряжение, не знаю, как оно так сохранилось у меня, неправильно.
Оставим такой вариант. Ну и, собственно, все. То есть будем, конечно, улучшать эти команды. Пока что они в таком зачаточном состоянии. Мы единственное, что горение немножечко отработали более-менее по вот этой багованной Ивире. И более-менее разъедание тоже у нас вроде бы работает, неплохо наносит, хотя хотелось бы побольше. А на этом все. Коды команд я оставлю в описании. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.